Я начинаю также с набора воздушных петель, 27 рабочих петель и 1 петля подъема, то есть 28 петель у меня в цепочке. Начинаю со второй перемычки изнаночной, лицевая сторона косички, изнаночная сторона косички. У нее есть первая перемычка, есть вторая изнаночная перемычка. Вот с этой второй изнаночной перемычки я буду начинать вязание первого ряда. Ввожу крючок за изнаночную перемычку, захватываю ниточку, вытягиваю ее, на крючке 2 петли, опять захватываю нить и протягиваю через 2 петельки. Это столбик без накида. Продолжаю также. За изнаночную перемычку ввожу крючок, захватываю нить, вытягиваю и опять захватывая нить, протягиваю через 2 петли. Продолжаю столбиками без накида. Столбиками без накида формирую пяточную часть моей стельки. И в этой стельке я провяжу 14 столбиков без накида. Первый ряд вязать не очень удобно, потому что здесь изнаночные перемычки, и если вы набирали цепочку достаточно плотно, то будет очень сложно вводить крючок для того, чтобы вытянуть ниточку. Потихонечку, никуда не торопимся. Убираем мусор из джута. Джут, сказать честно, ужасный. Производитель Салтера. Грязный, неравномерный и очень сильно сыпется. В общем, это, наверное, на мой взгляд, вот сколько я не вязала разными видами от разных производителей джутом, это, наверное, самый ужасный джут, который я видела. Но, тем не менее, использовать надо. В общем, продолжаю первый ряд столбиками без накида. Их у меня будет 14 штук. И проверяю себя. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1 лишний. Продолжаю первый ряд переходным полустолбиком. Делаю накид. Также ввожу крючок. Вытягиваю нить. На крючке 3 петли. Захватываю нить и протягиваю ее сразу через 3 петли. Полустолбик с одним накидом готов. Переходный столбик между носочной и пяточной частью, который помогает нам перейти от маленьких столбиков более низких к более высоким. Дальше продолжаю столбиками с одним накидом. Накид на крючок. Ввожу крючок, вытягиваю нить, на крючке 3 петли. Захватываю нить, протягиваю ее через 2 петельки на крючке. Затем захватываю нить, протягиваю ее через оставшиеся 2. Получается столбик с одним накидом. И продолжаю дальше свое вязание столбиками с одним накидом. У меня их будет 11 штук. На что хочу обратить внимание? На способ вязания для того, чтобы было меньше дырочек. Да, это как бы болезнь новичков. Дырочек при вязании между столбиками. Я смотрю за петелькой, которая у меня остается на крючке. То есть она должна быть достаточно плотной. Не расхлябанной на крючке,
Крючок не должен, опять же, застревать в ней, да, он должен свободно двигаться, но как бы с некоторым таким вот напряжением. И я постоянно слежу, чтобы у меня эта петелька была фиксирована. То есть делаю накид, захватываю нить, немножко подтягиваю больше, чем обычно. Но вот эта петля должна быть стабильна. Провязываю и еще провязываю. Здесь будет минимум дырочек, если следить за натяжением вот этой петельки, которая у меня на крючке. Делаю специально здесь подтяжку, когда провязываю столбик. Вот так, немножко подтягиваю эту петлю, чтобы была пышность столбика. Когда потом приклеиваем джутовую стельку на подошву, то здесь получается дополнительный объем. То есть как бы не грубо подтянутые у нас получаются столбики, а основную изнаночную часть мы приклеиваем, а вот здесь вот этот вот объем нити, он создает такую вот мягкость. Нет ощущения склеенных двух каких-то стабильных подошв. Все равно вот как бы вот остается за счет вот этого натяжения ниточки, остается здесь дополнительный объем и мягкость соответственно. Продолжаю первый ряд столбиками с одним накидом. Всего у меня должно быть их 11 штук. 11 столбиков я провязала, и у меня остается последняя петелька вот здесь, изнаночная перемычка. И здесь я буду делать закругление носочной части. Сюда буду в одну единственную вот эту петельку делать прибавку из 5 столбиков. Первые 2 столбика я провяжу также с накидом. То есть за заднюю перемычку так и продолжаю. Провязываю 2 столбика с одним накидом. Дальше у меня вот здесь есть хвостик. Я его перекидываю через рабочую петлю. Вот так как бы немножечко. Следующий у меня столбик будет переходный полустолбик с одним накидом. Делаю накид и ввожу крючок, уже переворачивая вот свое изделие. У меня здесь видны 2 перемычки моей косички наборной. Ввожу крючок, вытягиваю нить и провязываю полустолбик с одним накидом, фиксируя ниточку, которая у меня была хвостиком. И теперь смотрите, у меня есть косичка. Изнаночные перемычки мы задействовали. У нас осталась косичка нашей наборной цепочки. И теперь я буду вязать за заднюю перемычку наборной цепочки. То есть продолжаю вот в эту последнюю петельку. А она у меня вот как раз вот эта вот косичка. Она у меня обозначает последнюю петельку. Я буду продолжать вязать прибавку носочной части за крайнюю перемычку. Ввожу крючок и провязываю за эту крайнюю перемычку 2 столбика без накида. Все, моя прибавка готова. Последняя петелька вот здесь вот оформлена. И у последней петельки осталась вот такая вот перемычка, которая будет на протяжении всей стельки. Такая фигурная перемычка. Продолжаю первый ряд, вторую половинку. Вяжу за крайнюю дужку моей косички, ввожу крючок. Опять же будет сложность у первого ряда. И провязываю полустолбик с одним накидом. Один и второй в следующую заднюю перемычку. Вернее, не заднюю, а дальнюю. Вот у меня остается такой вот фигурная линия будет оставаться. 2 полустолбика с накидом я связала. И дальше продолжаю столбиками с одним накидом. Также за заднюю перемычку провязываю 10 столбиков с одним накидом.
10 столбиков с одним накидом. Далее провязываю переходный полустолбик с одним накидом. Дальше также делаю полустолбик, провязываю полустолбик с одним накидом. И в эту же перемычку, то есть у меня здесь будет получаться прибавка, я провязываю столбик без накида. Для чего это делаю? Потому что, как правило, на стельках, независимо от материала, который мы вяжем, на анатомических стельках, здесь бывает подтяжка. И либо дырочка, либо крен стельки идет. Поэтому я решила вот здесь вот сделать небольшую такую прибавку, чтобы у стельки была нормальная ровная поверхность. То есть не было здесь никакой дырочки, никакого искривления, то есть чтобы здесь было ровное полотно. Сделала прибавку смешанную из полустолбика с одним накидом и столбика без накида. И дальше продолжаю ряд столбиками без накида до пяточной части. Таких столбиков без накида я провяжу 11 штук. Также за заднюю перемычку 11 столбиков без накида. У меня остается последняя перемычка. Вот у меня столбик первый был. Вот последняя перемычка. Сюда я провяжу прибавку из 2 столбиков без накида. Один столбик и второй столбик. Дальше у меня есть перемычка, вот она, от петли подъема, которая была в начале наборной цепочки. Сюда я провязываю 1 столбик без накида. На этом первый ряд закончен. Хочу обратить внимание вот на мусор, который у меня тут образовался от этого джута. Первый ряд готов. Такую форму он имеет. Продолжаю второй ряд. Вот у меня здесь идет косичка. Я буду продолжать вязать за обе перемычки. То есть ввожу крючок за обе перемычки и провязываю сюда прибавку из 2 столбиков без накида. То есть как бы зеркальная прибавка той, которая была в конце первого ряда. 2 столбика без накида за одну перемычку. И дальше продолжаю также столбиками без накида пяточную часть моей стельки. Таких столбиков провяжу 13 штук за обе перемычки. Нить неравномерная у меня. Вот видно, да? То толстая, то тонкая. В общем, просто кошмар. Но вяжу. 13 столбиков без накида провязала. Дальше переходные столбики. Это полустолбик с одним накидом. Их будет 2. Два полустолбика. И продолжаю второй ряд столбиками с одним накидом. Их будет 11 до формирования закругления носочной части. Одиннадцать столбиков готово.
Теперь я буду делать закругление прибавками за обе перемычки косички. Ввожу крючок и провязываю столбик с одним накидом. И сюда же еще один столбик с одним накидом. Прибавочка для закругления одна есть. Вторую прибавку в следующую косичку. Также столбиками с одним накидом. Два столбика с одним накидом. Дальше смешанная прибавка у меня будет. В следующую перемычку я провязываю полустолбик с одним накидом и столбик без накида. Прибавочка готова. Дальше продолжаю столбиком без накида. В следующую перемычку полустолбиком с одним накидом. И дальше продолжаю столбиками с одним накидом, которых у меня будет 12 штук. Вторая половинка второго ряда. За каждую перемычку 12 столбиков с одним накидом. Такой изгиб получается. 12 столбиков с одним накидом. Дальше переходные полустолбики. Их будет 2. Два полустолбика с одним накидом. И перехожу на пяточную часть, где я вяжу столбики без накида. До закругления мне нужно провязать 11 столбиков без накида. И перехожу на окружность пяточной части. За обе перемычки следующей косички ввожу крючок и провязываю 2 столбика без накида в одну перемычку. Дальше в следующую провязываю 1 столбик без накида. В следующую за обе перемычки 2 столбика без накида. И в следующую перемычку провязываю полустолбик с одним накидом. Второй ряд закончен. Третий ряд начинаю с прибавки из полустолбиков с одним накидом. За обе перемычки ввожу крючок, провязываю 1 полустолбик и сюда же второй полустолбик с одним накидом. Прибавочка готова и закругление пяточное оформлено. Следующий третий ряд я буду вязать полустолбиками с одним накидом. Для этого сделала здесь увеличение по столбикам. Продолжаю вязание и буду вязать до носочного оформления, носочного закругления, также полустолбиками с одним накидом. Таких полустолбиков мне нужно провязать 28 штук. То есть я в каждую перемычку провязываю по одному полустолбику с одним накидом. Их будет 28 штук.
28 полустолбиков с одним накидом и формирую носочное закругление. Делаю прибавку из 2 полустолбиков за одну перемычку. Повторяю такую же прибавку в следующую перемычку. То есть в следующую перемычку также 2 полустолбика с одним накидом. Следующая прибавка для закругления будет состоять из 1 полустолбика с одним накидом и столбика без накида. Дальше провязываю за каждую перемычку 4 столбика без накида. Четыре столбика без накида. Продолжаю еще одной прибавкой из столбика без накида и полустолбика за одну перемычку. Прибавочка. И далее до пяточного закругления продолжаю полустолбиками. Их у меня будет 23 штуки. 23 полустолбика с одним накидом до пяточного закругления, до формирования пяточного закругления. Двадцать три полустолбика. Пяточное закругление формирую из прибавки из 2 полустолбиков с одним накидом за одну перемычку. Далее в следующую перемычку 1 полустолбик. В следующую перемычку еще 1 полустолбик. В следующую перемычку прибавка из 2 полустолбиков. В следующую перемычку полустолбик. В следующую еще 1 полустолбик. И в следующую перемычку провязываю смешанную прибавку из 1 полустолбика и 1 столбика без накида. Вот такое закругление получилось. И переходим на третий ряд. Да, говорилось не на третий, а на четвертый. Четвертый в данном случае заключительный ряд. Четвертый ряд продолжаю столбиками без накида. За каждую перемычку ввожу крючок и провязываю столбики без накида. Будет небольшая коррекция детали части, вернее носочной. Здесь будут прибавочки. Но до вот этих прибавок мне нужно будет провязать 33 столбика без накида. Пишу. Тридцать три столбика без накида. Далее провязываю прибавочку из 2 столбиков без накида за одну перемычку. Дальше 1 столбик без накида. И в следующую перемычку еще одну прибавку из 2 столбиков без накида.
Вот такое закругление сформировалось. Продолжаю дальше 4-й ряд, также столбиками без накида, до окончания ряда и формирования пяточного закругления. Таких столбиков без накида я провяжу 34 штуки. Тридцать 4 столбика без накида. Дальше провязываю прибавку из 2 столбиков без накида в следующую перемычку. И заканчиваю ряд соединительным столбиком. Ввожу крючок за обе перемычки, вытягиваю ниточку и обрезаю хвостик. Формирую закрытие ряда фальш-петлей. Вот эту петлю буду имитировать ниточкой, поэтому ввожу крючок за обе перемычки предыдущей петли, захватываю нить, забираю перемычки с изнаночной стороны всех ниже лежащих столбиков и захватывая хвостик рабочий, протягиваю через них. Даже здесь немножко подтяну, посмотрю, как будет. Вот все. Получился очень красивый, аккуратный ряд. Стелька готова. Вот 2 моих связанных стелечки. Я их соединила между собой, отпарила, проверила, все ли у меня столбики совпадают по количеству. Теперь распускаю осторожно. И вот 2 готовых стельки, ровненькие, аккуратненькие. Давайте теперь посмотрим. Здесь у меня набор 27 воздушных петель и 1 петля подъема. Замеряю стельку 26,5 сантиметров, не учитывая вот эти вот косички, где будет у меня окантовочка изделия. 26,5 сантиметров у меня получилось на 27 наборных петель. Тут хочу, значит, обратить внимание, потому что тут получился такой у меня интересный факт. Это стельки, которые я вязала сейчас, вот, видеоурок. Вот эта стелька, которую я показывала в самом начале видео, это эти стельки, значит, связаны у меня джутом от Шачепили. Здесь набор 29 и 1 петля подъема. И вот эта стелька у меня тоже 26,5 петель. То есть нитка либо у Шачепили, но у них ровная ниточка, у них перепадов, ну, я не видела, сколько я не вязала их нитью, перепадов я не видела. У них аккуратная ровная нитка, что не могу сказать про нить от Салтеры. Вот, так что, возможно, за счет того, что у Салтеры грубая и с большими перепадами, там даже и 4 миллиметра по толщине были такие вот перепады, может быть, за счет этого как бы получается так. Ну, в общем, смотрите, делайте вывод. Ну вот я еще взяла, связала, тут пока все снимала, связала также из Салтеры стельки с набором 31 воздушная петля и 1 петля набора. И у меня получилось из этого джута
стелечка. Так, поровнее. 29, почти 29,5. Это тоже с Алтера. И здесь набор 31 воздушная петля и 1 петля подъема. Вот такого размера получились мои стельки из разных производителей. Вот. Да, от джута пыль, от джута ворс и травматизм рук. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотела показать в этом мастер-классе. Приятно, что досмотрели до конца. Задавайте вопросы. Вместе повяжем. И до новых встреч!